Всем здорово, народ! В этом видео мы поговорим про вот такую вот книгу серии Ghost Recon. Автор у нас Ричард Данский, книга называется «Дикие воды». И с первых минут хочется сказать, что это именно та книга, которую я искал в мире военных книг и также в мире игровых вселенных. Все события в книге, они действительно описывают работу группы призраков, то есть нет каких-то дополнительных сюжетных линий, дополнительных персонажей и каких-то красочных длинных описаний, как это обычно бывает в книгах. А здесь все именно строго, четко и по делу. То есть есть задача и есть жизнь оперативной группы. Никакой лишней информации в этой книге я не увидел. Второй очень важный момент в книге – это то, как она передает свою динамику, все переговоры, множество диалогов, то есть здесь очень много мы сталкиваемся с переговорами по рации, также голосовыми командами во время боевых действий. То есть это именно то, что я и хотел увидеть в книгах. Если мы возьмем как пример, в одном случае у нас, допустим, он спустил курок, положив при этом двух противников. Рассмотрим второй случай, когда есть четкие переговоры, -2, я 300, мне нужна помощь. То есть во втором случае, конечно же, передается вся динамика, и хочется видеть больше таких книг. Именно такое у меня есть представление об этом. Также в книге очень подробно описана тактическая составляющая, то есть если один контролит, допустим, левый угол, другой занимается правым. Все действия очень подробно описаны, кто чем занимается, кто держит какое направление, тоже один из важных моментов, который, собственно, должен быть в жанрах военной литературы. Следующий момент – это разнообразие, то есть события здесь не стоят на месте, они постоянно двигаются, они постоянно меняются. Допустим, была какая-то перестрелка, тут же показали группу выживших, их какой-то диалог, тут же это все сменилось какой-нибудь стелс-составляющей, какие-то скрытые убийства, и далее это все переключилось и завершилось четвертым каким-то действием. Также никто не забыл про описание персонажей, характер у них раскрывается, меняется, это происходит на протяжении всей книги. Также еще из интересных моментов, которые мне запомнились, есть такой момент, когда командир читает личное дело наемника, и получается ты как будто вместе с ним погружаешься, то есть как это обычно бывает, у нас персонаж описан довольно стандартно, там, допустим, были черные волосы, он был невысокого роста, а здесь именно командир читает полное досье, и ты как бы вместе с ним погружаешься в этот момент, и так лучше представляется сразу и сам персонаж, сразу его характер как-то больше раскрывается, и сама идея того, как это было вписано в книгу. То есть в дополнение к раскрытию персонажей тебе еще вот таким способом более подробно описали одного из оперативников или же там всю группу, допустим. В этой книге также захватывается тема брифинга и боевых сводок. Очень мне это напомнило серию Call of Duty, когда перед заданием у нас появляется загрузка, и все эти боевые сводки у нас написаны, расписаны. Также проигрывается кат-сцена, вместе с этим нам показывают, допустим, карту и что нам необходимо сделать. Координаты, полученные в ходе допроса, соответствуют буровой платформе в 400 милях от берега Мексиканского залива. Платформа давно не работает и служит картелю перевалочным пунктом при перевозке контрабанды. Гоуст возглавит штурм судна, а Грейвс, Соуп и Алехандро захватят вышку и обезвредят ракету. Церемониться с вами там не будут, поэтому приказываю устранить все угрозы. Также, дополняя по сюжету про игровую вселенную, действия и события у нас происходят до части Wildlands и Breakpoint, то есть это некая предыстория к двум частям игр. Подводя итог, книгу я, конечно же, рекомендую всем поклонникам подобного жанра, также рекомендую ее всем фанатам серии Ghost Recon. Книга написана хорошо, читается очень легко, также легко представляются происходящие события, то есть в голове прокручиваются картинки, это все довольно легко представлять. Лично для меня знакомство с этой книгой было, наверное, наравне с просмотром хорошего кино или же игры в крутой какой-то командный шутер. Такие вот довольно положительные впечатления у меня сложились. Если же все-таки заинтересовала книга, можно перейти по ссылкам в описании и там ее приобрести. В завершении видео также хочу порекомендовать свой канал Яндекс.Дзен.
Там я публикую видео, публикую статьи на тему книг, на тему игр. Думаю, будет интересно. Также в дополнение я начал сейчас писать книгу по SCP Foundation. Также ссылка будет в описании. От вас я жду комментарии на тему данной книги, если вы с ней познакомились или хотите познакомиться. А также в комментарии жду вашу любимую подборку книг на подобную тему. Всем желаю удачи, читайте хорошие книги, играйте в крутые шутеры.